От создателей брендов «Валера» и «Ресурс». Моторные масла нового поколения с высоким содержанием молибдена. Переходи на крепкое масло ВМП Авто. Подробнее на сайте смазка.ру. Привет, мои дорогие любимые зрители, а также все неравнодушные к автомобильной классике, в частности, Mercedes-Benz. Поздравляю вас с наступившей весной и началом автомобильного сезона, в который я, кстати, тоже решил ворваться на своем Mercedes 123 купе, который приобрел несколько месяцев назад в Таганроге. Кто не видел видео, вот, пожалуйста, можете посмотреть, как я его покупал и пригонял в Москву. И сегодняшнее видео, собственно, об этой самой подготовке к сезону. Но забегу немного вперед. Как и говорил ранее, я планирую продать автомобиль для того, чтобы реализовать свои другие планы, о которых я, кстати, тоже расскажу в сегодняшнем видео. И ссылку на продажу я оставляю в описании. Но еще важный очень момент. На протяжении 3 лет я дарил вам автомобили. И я подумал, почему бы в этом году не сделать то же самое. Именно поэтому нужна ваша помощь. В Телеграме я сделал голосовалку со всеми условиями. Переходите, голосуйте, только, пожалуйста, делайте это те, кто действительно заинтересован. Переходите, голосуйте. Если наберем достаточное количество голосов, то так тому и быть, я подарю его одному из вас. На этом все. Я вас всех крепко обнимаю. Желаю вам приятного просмотра. Кайфуйте, видео классно. К нам приехал российский реднек. А реднеки вообще бывают российскими, Паша? Бывает. Бывает? Бояре. Это я. Бояре. Смотрите, привез. Решеточек. Решеточек. Вот этот значок у меня есть, значок этот я тоже купил уже. Кайф. И решеточек. Вот эти, кстати, тоже штуки продаются. На клеечки туда. Ну, пошаманим. Главное, что это. Слушай, она из Калининграда. А оттуда все такое, да? Я покупал ее года 3-4 назад. И сейчас большая редкость уже. Ну, это все фигня. Вот самое главное, вот как бы богатство. Это ваши комментарии. Что это? Цельно-хромические бампера. Хромические или цельно-хромированные? Хромированные бампера на купе. Которые должны на купе стоять, да? Да, не только на купе стояли. И на, по-моему, на 2.8 комплектациях на седанах опционально. Что, Паша, скажешь? Слушай, отличная машина в классном состоянии и очень... Прям классно. Слушай, ну она бодрая. Не криви душой. Она живая. То есть ее есть потенциал делать. Это что, 123 был недавно, ты его продал, да? Да, у меня был год назад 123 купе, я тебе скину фотки. А, у тебя и купе был. Вот, мы здесь сейчас прям навтыкаем его в Мерседес. Мерседес крутой на кастом дисках, там все дела. Поэтому есть потенциал делать у дачи в реставрации, приведении в порядок его, да. И убор всего колхоза, который здесь есть. Все, сейчас уберем и поедем кататься по Погнали. центру. Все, договор. Давай, до встречи. Что там, Лех? Тут шайба 15 копеек 83-го года. Хорош, мой год рождения. Ну, оставишься на память тогда. Че? Бомба. О, шайбы. А что, другие такие же? Слушай, у меня подозрение, что еще одна тоже такая же. Только там поменьше этот. Давай, жди. Сейчас посмотрим. Не, это просто шайба. Да. Есть подозрение, что через одну там тоже монетка. Будем смотреть дальше.
Немецкий, на минуточку. Ну, прям видно такое заводское исполнение. Я просто не так давно имел опыт сварки, переварки фаркопа под конкретную модель. Здесь прям завод-завод. И даже бирка есть, как мы заметили. Но, кстати, на бирке написано Oris E115. Поэтому у меня есть предположение, что это все-таки на 115-й Мерседес как раз. Вот, и бирочка прям видно, что сваркой просто приварена вместе. Она получается бирка-кронштейн розетки фаркопа. Так получается. Фух, ну уже без бампера, слушайте, вид какой-то начинается, да, Лёх? Да, вид совсем другой. Все, продолжаем. Все, поехали. И все, больше креплений у нас никаких нет. Скорее всего, здесь кронштейны должны быть спереди, потому что... и по бокам, соответственно. Вот по бокам вообще тут хитрые крепления, я так понимаю, куда-то они должны заходить, как направляющие, типа как у вагов. Направляющие туда заходит, и место под болтик, наверное, притягивается. Может быть, фиксация только по краям. Но в то же время у нас есть вот здесь вот шпильки, в которые явно прикручиваются кронштейны. Кронштейны, которых у нас здесь нет. Вот. Но, ладно, сейчас будем смотреть, разбираться, что и как. О, кстати, летит как раз какая-то очередная защита. Вот, но с задним бампером там тоже проблемка. Сейчас пойдем покажу. Видите шпильку? Она здесь тоже должна быть, но ее нет. Не знаю, зачем их просто взяли, обрезали. И зачем это сделал, я не понимаю. Когда в фаркопе, в принципе, есть отверстие под эти шпильки. Но факт остается фактом. Шпилька обрезана, и что с этим делать, я пока не знаю. Изнутри, если добираться до нее, она идет вот с этой стороны, вроде бы доступ есть, с правой стороны есть с стороны багажника. То есть это или рассверливать ее всю очень долго, туда муторно идти, как-то разбивать всю эту историю, засовывать новую шпильку и подлазить с той стороны, обваривать. Но это наиболее, наверное, грамотное будет решение. Но есть еще быстрое решение, это наложить гайку, обварить ее и в гайку новую шпильку закрутить и обварить ее также. То есть будет такое через гайку соединение на сварке. Ну, вот, тоже имеет место быть, не знаю, посмотрим. Давайте вообще сейчас выхлопом займемся, раз с бамперами у нас что-то сейчас пока не складывается. И крышку багажника снимем, заделаем отверстие и ребятам в покраску отдадим.
Крышка разобрана. И что я хочу вам сказать, ребята. А крышка-то не родная. Скорее всего, это Клёкерхольм, либо что-то, какие-то заменители, потому что внутри черный транспортировочный грунт, который я распознал. Ну и вообще в целом у нее состояние такое, ну прям 4 с минусом, даже, наверное, троечка. Сейчас посмотрю, если достаточно бюджетный. Это я вот опять начинаю влезать во всю эту историю. Короче, что я хотел? Я вообще хотел убрать этот дурацкий спойлер, просто заварить отверстие, все, собрать машину с бамперами и кататься, кайфовать. Все, сейчас начинается вот этот ремонт, зачистил, может быть я крышку посмотрю другую, может быть то, может быть все. Ладно, фиг с ним, вот только крышка и все. Крышку посмотрю, сколько она стоит, новая. Пускай тот же Клёкерхольм, может быть, не знаю, оригинальную найду. Я так понимаю, у них с седаном они одинаковые. Вот. Но если что, в принципе, эту можно подпесочить, там, где крепление подсветки номера идет, ну и так местами, кромка. Подпесочу, покрашу и оставлю ее. Ну вот. Такой вердикт по крышке. Потому что с крышкой, ну, чуть-чуть попозже, а мы с вами наконец-то приступаем к выхлопу. Хочу уже выхлоп сделать, потому что там гофра рваная, вся трасса вообще ржавая, гнилая, старая. Вот, я купил заднюю банку, и нам нужно будет сейчас сделать трассу от гофры, от приемного, в общем, коллектора до задней банки.
получилось просто бомбически. Мы с Лехой прям ходим, кайфуем. Очень классно. Прям... У меня всегда с выхлопами такая двоякая история. Ну, вроде бы ничего сложного. Берешь гибы, подгоняешь, все стыкуешь, подвариваешь. Но не особо я их, честно говоря, люблю делать. Потому что, наверное, это все-таки трудоемкая история. И малооплачиваем, скажем так. В общем, выхлоп у нас готов. Звук мы его послушаем попозже, потому что я еще купил новые свечки. Свечки поменяем, заведем, послушаем. Еще Андрей, в конце концов, должен уже приехать, нам карбюратор нормально настроить. Потому что все равно есть там нюансики. Вот. А еще, кстати, пока мы делали выхлоп, я нашел крышку багажника. Как оказалось, скорее всего, наверное, я ошибся. То, что это какой-то там типа Клёкерхольм, потому что транспортировочный грунт, потому что множество крышек оригинальных имеет вот это вот черное покрытие внутри. В общем, крышка найдена недалеко, в Коломне. Сейчас вот в ночь поеду, ее заберу. И завтра отдам на малярочку уже ребятам красить. Ну, зацените выхлоп, а? Лайкосиком воткните.
Что за красота? Просто! Вы знаете, я начинаю понимать людей, которые мне пишут про старый Мерин, что его нужно идеально покрасить. Согласен, это, конечно, совсем другой вид. Уже не терпится расклеить, полирнуть ее всю, подкрасить где нужно. И, ну, конечно же, поставить бампера и отправиться на дороге общего пользования, чтобы порадовать других людей. Вид имеет, как говорится, да? Кстати, серпы хромированные. Думал сначала их снять, но сейчас как-то посмотрел вместе с бамперами, вот это большое количество хрома мне прям очень зашло и нравится. По крайней мере, выгоню на улицу, посмотрю общий вид, ну не понравится, сниму. Вот, и как вы заметили, стоят штампы сейчас как времянка, потому что крабы я отвез, конечно же, к Лехе в Руал, потому что именно там вы можете классно и круто покрасить свои диски. И не только диски, можете еще и суппорта покрасить, перебрать и так далее. Оставляю ссылку, как всегда, на Леху в описании. Звоните, пишите, обращайтесь. По промокоду CustomBox, конечно же, скидка. Ну и заодно я сейчас поеду, возьму новую резину, чтобы уже на летней резине ворваться в сезон. Ну, как, по-моему, просто бомба. Миссия взбодрить старичка к сезону выполнена просто на все 100%. И глядя на этот конечный результат и вспоминая то, что было до этого, конечно, у меня в голове, знаете, рождается только одно. Вот ради этого я этим занимаюсь. Ради этого вы этим занимаетесь. Я знаю, что многие из вас также в гаражах торчат сутками, просто сбивают все руки, сталкиваются с непониманием близких, родственников, девушек, тратят кучу денег. И все это ради того, чтобы получить на выходе результат. Что ж, ребят, терпение нам всем. И, конечно же, вот этого долгожданного прихода к конечному результату. Вот, и что я хочу сказать. Конечно, логично было бы с вами сейчас отправиться на нем, прокатиться по дорогам, но мы это сделаем в следующих видео.
Потому что на улице погода дрянь, идет дождь, ветер, и выезжать на таком красавчике, конечно, не хочется ни пачкать его, ни вообще просто... Да и что я вам там наснимаю, собственно, в такую погоду. Но видео на этом не заканчивается. Мы сейчас с вами отправимся в другое место, и я вам расскажу просто офигенную новость, и расскажу вам про событие, которое произошло в моей жизни, и я думаю, оно, наверное, в корне изменит все дальнейшее. Погнали! Знакомьтесь, Custom Box 2.0, загородная резиденция, так сказать. Вот приблизительно на этом месте, на котором я сейчас стою, здесь будет уже фундамент с подъемником. Конечно, хочу побольше площадь, но не знаю, насколько получится это финансово вытянуть. Но уже есть маленькая мастерская, которую почти достроили. Это такая чистовая, плюс там кабинет будет. Короче, это место, в котором я хочу делать прям вот какую-то загородную такую, знаете, движуху, брать какую-то технику. Здесь есть рядом водоемы. Мы вообще находимся в Ступинском районе. 65 километров от Москвы, где-то так. И делать здесь вот эту всю дичь. И параллельно приглашать сюда вас. Устраивать для вас мастер-классы. И, пацаны, это будет не только для вас, это будет еще для ваших девушек. Можете вместе приезжать сюда. Короче, глаза горят, руки горят, все горит. Очень хочется быстрее все реализовать. В мае, соответственно, у меня сейчас пока запрет на въезд. В мае сейчас начну делать фундамент. Короче, меня прям переполняет. Я очень много всего хочу рассказать, но не буду, в общем, забивать ваше время, тратить ваше время на все на это. Вот такая штука у меня появилась, и я очень надеюсь, что все получится, а получится 100%. И, конечно, вот именно для всего для этого как раз мне и нужно что-то решить с Мерседесом. Поэтому напоминаю, или я его продаю дальше, или если вы хотите, чтобы он достался одному из вас, то голосовалка в Телеграме, проходите, голосуйте, бахнем, все сделаем. Вот. А, еще знаете, что вот интересно, многие блогеры, знаете, когда они начинают что-то строить, стройка вообще всегда очень хорошо заходит. И начинают показывать, как вот тут строю, как тут делаю. Вам вообще это интересно? Сделать отдельный выпуск про то, как все это строилось, строится, как вот это вот все возводится и так далее. Если тоже это интересно, пишите в комментариях, и я сделаю для вас отдельный видос. Все, спасибо, что посмотрели, я вас всех крепко обнимаю, вот такие новости классные, и я очень надеюсь, что это такой новый этап, переломный этап, который позволит мне снимать для вас больше контента, делать какую-то классную дичь интересную здесь, за городом, тусить с вами вместе, кайфовать. Все, всех крепко обнимаю, болтать могу бесконечно. Пока-пока.